Меня зовут Нео. Так, ладно, Нео, можно начинать. Один из самых знаменитых палеонтологов конца 19 века, Отниель Чарльз Марш, который описал множество разных динозавров, в том числе всем известного трицератопса, однажды путешествовал по России. Когда он вернулся, он сказал фразу, которая потом стала очень знаменитой. Он заявил, что динозавры России, так же как и змеи Ирландии, примечательны только тем, что их нет. Был ли прав великий палеонтолог, или же все-таки на территории нашей страны можно обнаружить ужасных ящеров? Разберемся. Итак, мы снова оказались в стенах Дарвиновского музея. С вами Попов Ярослав и палеонтологические истории. Итак, мы с вами выяснили, что на начало 20 века на территории нашей страны не было известно ни одного динозавра. Но почему? Казалось бы, страна у нас огромная. У нас, безусловно, должны быть найдены какие-нибудь динозавры. А нет, ничего не находили. В чем же причина? На самом деле причина есть, и даже не одна. Их как минимум 4. Итак, начнем с первой и, пожалуй, что наиболее очевидной причины. Дело в том, что в юрском периоде, а также в меловом периоде, то есть в то самое время, когда был расцвет динозавров, примерно треть территории нашей страны покрывало море. Мы знаем, что в морях динозавры не жили. Вы можете удивиться, а как же какие-нибудь плезиозавры или ихтиозавры? Они-то наверняка были. Безусловно, были, и их, безусловно, находили. Но это не динозавры. Они от динозавров отличаются очень сильно. Динозавры обитали только на Земле. Ну, ладно, хорошо. Треть территории убрали, но остается еще 2/3. Неужели там-то динозавров не было? Были, безусловно, были. Но нужно не только, чтобы динозавры были, но еще, чтобы они смогли сохраниться. А для сохранности динозавров нужны уникальные условия. Ну, вот давайте себе представим такую картину. Скажем, небольшой лес, там падает мертвый динозавр. Что происходит? Прибегает сразу несколько падальщиков и съедают все, включая кости. Ну, тут, как говорится, и сказочки конец, а кто скушал, молодец. Ничего для палеонтологов не осталось. Ладно, нету падальщиков, но тогда обязательно бактерии подвергнут все разложению, какие-нибудь там ветер, осадки, ну ничего не останется, даже костей. Поэтому, чтобы остатки сохранились через миллионы лет, нужны уникальные условия. И лучше всего, если динозавр окажется в каком-нибудь водоеме. Скажем, упадет в озеро и будет засыпан илом, или же попадет в море, и там его песочек закроет. Ну а самый идеальный случай, если он окажется в болоте. Динозавру, конечно, неприятно, но палеонтологу хорошо. Такой динозавр сохранится просто отлично. Что же у нас, болот, что ли, не было? Вот в Китае полно было древних болот, в Америке тоже, а вот на территории России ни одного болота не было. Были, безусловно, были. Но у нас есть еще некоторые факторы. Итак, вступает в силу третий фактор. Это наши леса. Казалось бы, а леса-то чем не угодили? Леса — это же прекрасно. Ну, возможно, что для кораблестроения или для целлюлозной промышленности леса — это действительно замечательно. Но вот для поиска динозавров они никуда не годятся. Ну, сами подумайте. Для того, чтобы посреди леса обнаружить какого-нибудь динозавра, надо сначала убрать деревья, потом ликвидировать почву, потом снять какие-нибудь там ледниковые наносы, и лишь затем мы с трудом доберемся до древних коренных пород. Конечно же, никто такого делать не будет сейчас, но что уж говорить про начало 20 века. Как ищут динозавров в других странах? Ну вот, скажем, в Монголии или еще лучше в Америке. Вот вспомните этих знаменитых палеонтологов в своих там ковбойских шляпах, которые рассекают огромные безжизненные пространства, в которых от одной травинки до другой там, десятки метров. Вот эти так называемые бэдленды — идеальное место для палеонтологов. Для сельского хозяйства это бэдленды, но для палеонтологов прекрасные. Ну, коренные породы выходят на поверхность. Динозавров даже копать не надо. То там, то тут в результате деятельности ветра можно обнаружить отдельные кости динозавров. Мало того, что у нас было много морей, мало того, что нужны особые условия, мало того, что у нас много лесов, есть еще и четвертый фактор. Это нехватка кадров. Даже сейчас, когда динозавров изучают уже очень активно, у нас палеонтологов, которые занимаются изучением динозавров, можно посчитать по пальцам одной руки. Тех, кто хоть раз как-то там какого-то динозавра нечаянно описал, ну, можно еще там 5 специалистов набрать. И все.
Это на всю огромную территорию нашей страны. Среди них можно выделить как минимум 4 крупных специалистов. Это Леонид Борисович Болоцкий, Александр Олегович Аверьянов, Александр Рудольфович Алифанов, а также Павел Петрович Скучес. Вот они очень активно и достаточно продуктивно занимаются динозаврами. Ну а Леонид Борисович Болоцкий, по-моему, ничем кроме динозавров уже лет 30 не занимается. Слава богу, сейчас потихонечку наше исследование динозавров развивается, но началось оно, конечно же, значительно раньше. Итак, пожалуй, что настало время рассказать вам о самых первых находках динозавров на территории нашей страны. Итак, по сути, история изучения самого первого российского динозавра началась еще в XIX веке. Еще в 1859 году на берегах реки Амур были обнаружены крупные кости, принадлежащие динозаврам. Но, к сожалению, тогда никто не смог этого оценить. Решили, что это просто кости каких-то крупных древних млекопитающих, например, таких как мамонты. И лишь в 1902 году удалось выяснить, что обнаружен именно динозавр. Причем происходило дело довольно необычно. В то время по берегам реки Амур проезжал подполковник генерального штаба Михаил Михайлович Монакин. В будущем он станет наказным атаманом уссурийского казачьего войска, пойдет вверх по службе. Но и тогда он уже был весьма знатным и почетным гражданином. И он обнаружил, что казаки занимаются каким-то странным делом. Они привязывали к сетям грузила, но очень уж необычной формы. Они были крупные и с очень удобной дырочкой посередине. Но подозрительным образом напоминали позвонки животных. Михаил Михайлович остановился и обратился к казакам с вопросом, что это они, мол, тут делают. «Ничего, ваше высокоблагородие, ничего такого. Да здесь этих камней полно валяется, там, выше по течению реки». Михаил Михайлович решил отправиться на указанное место и обнаружил там остатки крупных костей неизвестного древнего животного. К счастью, Михаил Михайлович был очень сообразительным человеком. Он догадался, что эта находка уникальная. Он обратился к ученым, и те приехали и собрали несколько костей и отправили их в Благовещенск, где они, собственно говоря, и остались на достаточно долгое время. Была отправлена весточка в Петербург, но никто особого внимания на это не обратил. В 1914 году Африкан Николаевич Криштофович, геолог, приехал, чтобы изучить отложения окружающей берега реки Амур. После того, как он провел геологическую разведку, он отправился в Благовещенск и решил посмотреть, какие остатки разных пород, а также животных были здесь обнаружены. Его заинтересовали очень странные крупные кости, найденные в 1902 году. Он их собрал и отправил в Петербург. И лишь тогда, когда эти кости попали в руки ученых столицы, они смогли оценить всю эту находку. Они выяснили, что это же динозавр. И вот тогда была снаряжена экспедиция, даже 2 экспедиции. В 1916 и 1917 году. И на берегах реки Амур были собраны целые тонны костей, которые были привезены в Петербург, и началась работа по сборке первого российского динозавра. Ну, быстро сказка сказывается, да медленно дело делается. Для того, чтобы отпрепарировать кости, понадобилось несколько лет. А затем оказалось, что нет специалиста, который смог бы как следует реконструировать облик этого древнего животного. Оказалось, что лучше всего подходит на эту роль Анатолий Николаевич Рябинин. Ну, действительно, профессор, он уже довольно долго изучал позвоночных животных, но ни разу не сталкивался с динозаврами, не с чем было даже сравнить. Он отправился в Европу, чтобы посмотреть, как выглядят тамошние динозавры, познакомиться со специалистами, пообщаться, и по возвращении приступил к реконструкции. И вот, наконец, в 1925 году перед миром предстал первый российский динозавр, который получил название маньчжурозавр. Это был утконосый динозавр, огромный красавец. Но, к сожалению, когда приехали специалисты из Европы, они подняли нас на смех. Этот динозавр в шутку получил прозвище гипсозавр. Дело в том, что когда стали собирать скелет, оказалось, что многих костей не хватает, в том числе очень важных, таких как череп. Их сделали из гипса. Но это было бы еще полбеды. Оказалось, что даже те кости, которые были настоящими, натуральными, принадлежали не одному динозавру, а сразу нескольким. Причем не нескольким особям, а нескольким разным родам динозавров. То есть, по сути, ученые собрали как бы такого монстра Франкенштейна. Иными словами, маньчжурозавр как таковой никогда не существовал. Этот таксон был навсегда упразднен. Но все-таки он же состоял из костей динозавров. Значит, динозавры на территории нашей страны, безусловно, были. Осталось только найти какой-то более-менее целый скелет и выяснить, как же именно он выглядел. В 1929 году была снаряжена крупная экспедиция в Казахстан.
Один из участников этой экспедиции, кстати, довольно известный человек, Иван Антонович Ефремов, писатель-фантаст, а также великий палеонтолог, рассказывал о том, как он проезжал буквально по целым полям, усыпанным костями динозавров. Но при этом ни одного динозавра найдено не было. Как такое может быть? Да дело все в том, что были найдены очень фрагментарные кусочки костей динозавров, такой динощебень. А в то время его никто изучать не умел, поэтому его даже не собирали. В дальнейшем научились изучать эти кости. Но когда спохватились и отправились в казахские степи, чтобы собрать весь этот материал, оказалось, что большая часть этих костей уже разрушена или смыта какими-то водными источниками. В общем, этого местонахождения больше нет. Поиски продолжились. И вот новая удача в 1934 году. На острове Сахалин был найден практически полный скелет динозавра. Утконосого динозавра, получившего название ниппозавр. Ну, казалось бы, вот, наконец-то удача улыбнулась российским ученым. Но этот динозавр стал японским. Как такое может быть, спросите вы? Да дело в том, что найден он был на южной части острова Сахалин. А в то время, в 30-х годах, это была территория Японии. Поэтому найден он был при строительстве японской больницы. Изучен он был японцами. Отправился он в японский музей, где до сих пор и стоит. Ну и самое любопытное, что после того, как остров Сахалин стал полностью нашим российским, ни одного динозавра здесь больше обнаружено не было. Вот такой вот парадокс. Не везет так не везет. Неужели так и не удастся найти ученым ни одного целого скелета? Удастся, конечно же удастся. Случится это в 1953 году, когда будет обнаружен первый пситтакозавр. Этот уникальный динозавр был обнаружен в местонахождении, которое получило название Шестаково. Это Кемеровская область, берега реки Кия, недалеко от одноименной деревни. Сейчас в этом местонахождении найдено уже множество самых разных динозавров. Это одно из самых богатых динозавровых местонахождений с территории нашей страны. Но в 1953 году оно прославилось тем, что именно здесь был найден почти полный скелет динозавра. Как вы видите, сам динозавр тоже весьма необычный. Его еще иногда называют динозавр-попугай, несложно догадаться почему. Ведь у него был клюв, и в целом его морда довольно напоминала попугайчью. Кроме того, судя по некоторым китайским находкам, у этих динозавров были перья. Возможно, он не был покрыт весь перьями, но как минимум над хвостом у него располагались очень длинные тонкие перья, чем-то напоминающие иглы дикобразов. Возможно, что длина и форма этих перьев показывала статус этого животного. Ну, так же, как сейчас у нас статус показывают дороговизна и марка часов. В местонахождении Шестакова было обнаружено сразу несколько видов этих удивительных растительноядных животных. И в том числе один из них даже получил название в честь нашего региона – пситтакозавр сибирский. Ну, а, пожалуй, самая уникальная находка была обнаружена совсем недавно, в 2014 году. Было найдено сразу несколько динозавров в одном месте. Группа небольших скелетов. Причем в этой группе были как скелеты взрослых особей, так и детенышей. Все это лишний раз подсказывает нам, что эти животные вели стайный образ жизни и жили довольно крупными группами. Пожалуй, что на этом нам стоит закончить историю изучения динозавров на Руси и перейти уже к планомерному знакомству с отдельными местонахождениями и отдельными наиболее примечательными динозаврами. Ну и начнем мы с вами, пожалуй, с юрского периода. Первое и достаточно крупное местонахождение юрских динозавров, которое было обнаружено на территории нашей страны, было найдено в Кемеровской области в местонахождении Шарыпово. Здесь было найдено множество разных динозавров, но, пожалуй, что самый любопытный из них – это келеск, Келескус аристотекус, о котором, кстати, мы уже рассказывали в одной из палеонтологических историй. Но прежде чем сказать пару слов об этом замечательном динозавре, мне бы хотелось бы рассказать о том, как его нашли и, главное, кто его нашел. Обнаружил этого динозавра Сергей Анатольевич Красноудский. Это довольно любопытный товарищ. Он отнюдь не ученый. Вообще, по образованию он инженер. Но человек довольно с широкими интересами, скажем так, с большой душой. Ему очень хотелось обнаружить динозавров. Ведь в соседней Кемеровской области уже были найдены динозавры. И он подумал, почему же у нас, в Красноярском крае, ни одного динозавра обнаружено до сих пор не было. Надо поискать. Ну, ученые, как говорится, пожали плечами. Хочешь, поищи. Мы тут одного динозавра 50 лет искали и все никак обнаружить не могли. Он стал искать. И нашел. И обнаружил вот этого замечательного келеска. Ну, конечно же, не целые кости, а лишь отдельные фрагменты.
фрагмент морды, один палец, несколько косточек от ноги. Но даже этих небольших фрагментов было достаточно, чтобы понять, что перед учеными предстал уникальный динозавр, новый род, новый вид. Причем динозавр совершенно уникального облика и совершенно удивительной родословной. Ведь это родственник знаменитого тираннозавра Рекса. Но поисками Келеска Сергей Анатольевич не ограничился. Он продолжил искать динозавров и вскоре обнаружил одну из самых уникальных находок на территории Красноярского края. Динозавра, которого вы сейчас и увидите. Благодаря своему уникальному виду стегозавр является одним из самых узнаваемых динозавров. И очень сложно поверить, что подобное животное обитало когда-то на территории нашей страны, на территории Красноярского края. Но благодаря деятельности Сергея Анатольевича мы знаем точно, стегозавры у нас были. Больше того, от нашего стегозавра удалось обнаружить не просто какие-то отдельные фрагменты, а почти что полный скелет. Единственные детали, которых не хватало, причем довольно важные, это череп и пластины. И вот второе особенно обидно. Черепа у стегозавров не сильно разнятся, а вот пластины у всех очень разнообразные. У одних половину тела покрывали пластины, вторую половину шипы. У других были только пластины, у третьих только шипы. Да и сами пластины были самой разной формы. Да и шипы иногда росли целыми 3-4 рядами. Поэтому то, что мы, к сожалению, не знаем, какие пластины были у нашего стегозавра, к сожалению, не позволяет нам точно восстановить его облик. Но мы знаем, что это был относительно небольшой стегозавр, где-то ростом 1,20 м, 1,30 м в холке. Ну и также мы знаем, что в целом он очень мало чем отличался от своих американских собратьев. Как бы там ни было, даже этот фрагментарный скелет пополнил копилку наших российских динозавров, а также позволил нам больше узнать о том, где и как жили эти удивительные динозавры. Безусловно, местонахождение в Красноярском крае уникально. Но оно далеко не единственное местонахождение юрских динозавров на территории нашей страны. Довольно любопытное местонахождение было найдено в Якутии, так называемое место ТЭТ. Там были найдены лишь фрагментарные остатки динозавров, но некоторые из них довольно любопытные. Там были обнаружены зубы и когти достаточно крупных хищников. И есть предположение, что, возможно, принадлежали они знаменитым аллозаврам, одним из самых крупных и самых страшных динозавров юрского периода. Это такие львы своего времени. Но и это не единственное место. В Бурятии, в урочище Калбак-Кыры, тоже можно обнаружить динозавров. Причем здесь динозавров ищут весьма необычным способом, при помощи радиометра. Кости динозавров в этом урочище радиоактивные. И, как мы знаем, часто ведутся поиски сокровищ с металлоискателем. Здесь также с радиометром палеонтологи ищут динозавриков. Но, пожалуй, что для нас любопытнее всего, что юрских динозавров удалось обнаружить также в Подмосковье, в карьере Пески. На самом деле это очень сильно удивило ученых, ведь в Подмосковье во время юрского периода было море, и это давно известно. И вдруг среди морских отложений, среди глин юрского периода были обнаружены кости наземных животных, и в том числе несколько фрагментов динозавров. Как предполагают, они там могли оказаться? Дело в том, что, скорее всего, на огромных просторах русской равнины было несколько достаточно небольших островков. И с этих островов утекали вниз подземные реки, и они захватывали фрагменты наземных животных. Кости черепах, кости крокодилов и несколько косточек динозавров. Причем и динозавры-то какие замечательные. Похоже, внешне они были на знаменитых велоцирапторов. Такие мелкие проворные хищники, покрытые перьями. И название у них совершенно очаровательное – Ричардоэстезия. Но думаю, что на этой прекрасной благородной ноте мы можем закончить рассказ про динозавров юрского периода и отправиться в меловой. Прежде чем окончательно перейти в меловой период, я бы хотел рассмотреть одного динозавра, который жил, можно сказать, на границе двух периодов, в самом конце юрского периода. Помимо довольно уникального времени его существования, из которого на самом деле известно не так уж много динозавров со всего мира, сам по себе этот динозавр тоже обладает множеством уникальных черт. Наверное, это самый необычный динозавр, который был когда-либо найден на территории нашей страны. Ну что, заинтриговал? Тогда пора уже с ним познакомиться. Итак, речь идет о так называемом кулиндодромее,
обнаруженном в Забайкальском крае. Ну, чем он так уникален? Ну, помимо того, что здесь были найдены остатки практически целого динозавра. В общем-то, действительно можно реконструировать полный скелет и выяснить, как это животное выглядело. Здесь еще были обнаружены его отпечатки. И по отпечаткам видно, что покрыт он был перьями, причем весьма необычно. Ну, как он в целом выглядел? Это было довольно небольшое животное, ну, меньше метра высотой. Перемещалось оно на двух ногах. У него был достаточно длинный хвост, достаточно небольшие передние лапки, но его покровы были действительно очень специфическими. Хвост его был голый, как у ящерицы. Все его тело покрывало что-то подобное такой небольшой шерстке, хотя на самом деле это необычные перья. Ну а лапки покрывал нежный пух, как у цыпленка. Если взять отдельные части этого животного, то получается, что они совершенно не стыкуются между собой. И в целом все это создание выглядит как такая своеобразная химера. Но и это еще не все. Это животное, благодаря своей уникальности, привлекло к своему исследованию множество специалистов. И в результате здесь разыгралась самая настоящая палеонтологическая драма, если не сказать даже настоящий палеобаттл. Сражение двух групп специалистов. Итак, одна группа объединяла в себе множество специалистов, причем крупнейших специалистов России, и в том числе и зарубежных. Возглавлял эту группу Паскаль Годефруа, бельгиец. Вторая же группа была гораздо более скромная, но специалисты, которые в нее входили, тоже несут мировое имя. Это одни из виднейших российских специалистов. Если быть точнее, то это Алифанов и Савельев. Они действовали практически одновременно и пытались наперегонки описать этого динозавра. В итоге в 2014 году выходят практически друг за другом с разницей в 2 месяца 2 статьи. Вначале в зарубежном журнале Science, высокорейтинговом, статья группы ученых, а затем в палеонтологическом журнале московском выходит статья Алифанова и Савельева. В результате, разумеется, по правилу приоритета, правильной и более, как говорится, научной, обоснованной считается та статья, которая вышла первой, то есть статья международной группы ученых. И именно они назвали этого динозавра Кулиндодромей, поэтому и я его так называю. Вторая же группа ученых выделила в этом местонахождении сразу двух динозавров – Кулиндоптерикса и Даурозавра. Причем самое интересное, что эти динозавры относятся не только к разным родам, но даже к разным семействам. А вторая группа ученых почему-то решила, что здесь можно выделить лишь одного динозавра. Но на этом различия между двумя статьями не заканчиваются. Они обследовали разные, можно сказать, детали строения этих животных. И вот довольно любопытную деталь строения заметили именно два наших специалиста Алифанов и Савельев, а именно очень странные протоперья, которые можно обнаружить у этого динозавра. Они их назвали многощетинковая чешуя. Это действительно чешуя, которая покрывала этого динозавра. Она, можно такую найти лишь на некоторых частях этого динозавра, но на этой чешуе можно обнаружить несколько маленьких волосков, маленьких отростков. Возможно, что именно так, именно из такой полищетинковой чешуи начинало формироваться перо. И возможно, что изучая именно этого динозавра, можно изучить историю формирования первых перьев на нашей планете, что само по себе, конечно же, весьма примечательно. Ну, кто из ученых прав, и стоит ли здесь выделять одного динозавра или двух, думаю, что история это еще решит. Ну, а мне лишь осталось рассказать примерно, как обитал этот динозавр, и что же с ним случилось, и почему он сохранился именно настолько уникально. Начнем с того, что, судя по образу жизни, скорее всего, это были мелкие хищники, или же, возможно, всеядные. Судя по отложениям, которые удалось здесь найти, здесь располагалось небольшое озеро. И, возможно, что именно по этой причине здесь не обнаружено особо крупных динозавров. Они просто могли тонуть в грязи. Как было дело? Скорее всего, на берегу озера бегало несколько этих небольших кулиндодромейчиков, или кулиндоптериксов, если вам так больше нравится. Ловили небольших ракообразных, щитней. И вдруг случилось извержение вулкана. И все это озеро вместе со всеми обитателями засыпало слоем пепла. И, скорее всего, именно из-за этого, из-за моментального, единомоментного захоронения без доступа кислорода, этим животным удалось сохраниться настолько уникально и донести до нашего времени все свои необычные черты. Ну и вот теперь, после истории о кулиндодромее или кулиндоптериксе, можно уже наконец-то окончательно отправиться в меловой период. О некоторых динозаврах мелового периода я уже вскользь рассказывал. Это и
сомнительный динозавр маньчжурозавр и пресловутый динозавр-попугай пситтакозавр. Но настало время поговорить о крупных и весьма симпатичных динозаврах, обитавших на территории Дальнего Востока и Амурской области. И вот за моей спиной как раз стоит один из жителей именно что Амурской области. Он так и называется – амурозавр. Причем этот амурозавр, он относится к группе так называемых утконосых динозавров. Действительно, его передняя часть морды очень сильно напоминает утиный клюв. На самом деле, как мы уже помним, первые находки динозавров в Амурской области были сделаны еще в 19 веке. Но активное изучение и обнаружение все новых и новых находок началось лишь в 90-х годах. Буквально один за другим стали появляться амурозавр, керберозавр, аллоротитан. Ну и амурозавр был, безусловно, самым первым и, наверное, одним из самых харизматичных. Пожалуй, пару слов стоит сказать о том, как выглядели и как жили эти самые пресловутые утконосые динозавры. Ну, помимо утиного клюва, у каждого из них на голове было что-то сродни необычному гребню. Скорее всего, это было не просто украшение, хотя и как украшение оно, конечно, было просто прекрасно. Я думаю, к такому красавчику все девочки потянулись бы. Но, кроме того, в этих гребнях располагались маленькие воздухоносные трубочки. Скорее всего, туда заходил воздух, и эти гребни помогали усиливать звук, то есть работали как резонаторы. Возможно, что именно утконосые динозавры были одними из самых музыкальных динозавров, которые когда-то обитали на нашей планете. Безусловно, это были растительноядные ящеры, причем питались они тоже довольно своеобразно. В пасти у этих ящеров было около 2000 зубов. Причем зубов с плоской поверхностью способны перетереть практически любую растительную пищу. Больше того, эти зубы сменялись постоянно, чтобы всегда пасть была заполнена прекрасными новыми зубами. И сменялись они весьма необычным образом. Динозавры проглатывали эти зубы, а потом вырастали новые. Но у динозавров желудок крепкий, им можно. Помимо амурозавра, в Амурской области, недалеко от города Благовещенска, был обнаружен так называемый керберозавр. Назван он в честь той самой знаменитой трехглавой псинки, которая охраняла вход в ад. Конечно же, к псовым этот динозавр никакого отношения не имеет. Это тоже утконосый динозавр, чуть-чуть поменьше, чем амурозавр, который стоит за моей спиной, но тоже довольно необычный и интересный. Кстати, у него еще очень красивое видовое название – керберозавр монакини. То есть назван он в честь того самого знаменитого казака, который впервые обнаружил динозавров в Амурской области. Мне кажется, это вполне справедливо. Недалеко от Благовещенска, где были найдены эти два динозавра, находится еще одно уникальное местонахождение – Кундур, где было найдено еще два отличных утконосых динозавра. Думаю, что стоит на них посмотреть. История местонахождения Кундур примечательна сама по себе. Это один из тех самых случаев, когда никто динозавров не искал, а они сами нашлись. Как было дело? Прокладывали трассу. И, собственно говоря, когда выравнивали дорогу, удалось вскрыть тот самый динозавровый слой. И как же повезло, что мимо того места проезжал геолог, который смог оценить уникальность находок и позвать уже группу палеонтологов, чтобы они посмотрели на кости поближе. Таким образом, было открыто одно из самых богатых местонахождений динозавров на территории всей нашей страны. И в том числе среди динозавров, найденных в Кундуре, было найдено несколько утконосых динозавров, таких как аллоротитан. Сам по себе аллоротитан тоже весьма харизматичен. У него тоже, так же как и у амурозавра, на голове красуется очаровательнейший гребешок, но совсем другой формы, обратите внимание. В принципе, это отличительная черта практически каждого утконосого динозавра. У любого из них гребешок будет чуть-чуть отличаться от другого. Возможно, что это одно из главных предназначений этого гребня. Кроме того, аллоротитаны были чуть-чуть поменьше, чем амурозавры, хотя вот эта скульптура, честно говоря, выполнена меньше, чем оригинал. Немножечко уменьшенная копия. Помимо аллоротитана, скелет которого сейчас красуется в музеях Амурской области, был найден еще один утконосый динозавр, который получил название в честь местонахождения – кундурозавр, самый кундурский из всех динозавров. Помимо утконосых динозавров, в местонахождениях Амурской области были найдены и многие другие, и в том числе зауроподы. Те самые длинношеие динозавры, которых мы знаем с детства. Самые большие, ну и, возможно, одни из самых впечатляющих. Недалеко от города Благовещенска был найден динозавр, который получил название Архаравия. Но это не единственное место, где был найден длинношеий динозавр. Другой был обнаружен в местонахождении Шарыпова, про который вы теперь отлично все знаете. Его назвали Сибиротитан. Еще один
динозавр с длинной шеей, был найден в очень необычном месте, на берегу реки Волги, рядом с городом Ульяновском. Там его никто, собственно говоря, и не надеялся найти, ведь рядом с городом Ульяновском исключительно можно обнаружить морские отложения. Но, по всей видимости, этот длинношеый динозавр пытался куда-то переплыть, утонул, и его где-то на дне морском похоронило. И некоторые кости удалось обнаружить. Динозавр из окрестностей Ульяновска получил название тенгризавр в честь монгольского божества Тенгри, очень кровавого бога. К сожалению, от всех этих длинношеих динозавров не было найдено ни одного целого скелета. Найдены лишь отдельные кости. В основном это позвонки, а также некоторые фрагменты таза. Но поиски динозавров сейчас в самом разгаре, и возможно, что скоро нам удастся обнаружить целые скелеты и показать их публике. Ну а сейчас настало время двигаться дальше. Возможно, что некоторых на протяжении всего моего рассказа мучает один-единственный вопрос. А где же тираннозавры? Жили ли на территории нашей страны эти огромные знаменитые хищники? Могу вас порадовать? Да, жили. Но если быть точнее, то не сами тираннозавры, а, скажем так, тираннозаврообразные. Дело в том, что тираннозавр рекс – это один-единственный конкретный вид, относящийся к одному единственному роду. Но в семействе тираннозавра было множество разных родов, множество животных, которые внешне были очень похожи. Это и альбертозавры, и торбозавры, и многие-многие другие. Я, конечно, не думаю, что альбертозавры обитали на территории России. Это, как минимум, было бы не политкорректно. Но какие-то тираннозаврообразные здесь точно жили. По крайней мере, зубы от них и некоторые другие фрагменты скелета найти удалось. Где? Есть 3 места, как минимум, где можно их поискать. Это Крым, это Краснодарский край, а также Амурская область. Там же, где жили все эти прекрасные утконосые динозавры. Пожалуй, одно из самых неожиданных мест, где удалось обнаружить динозавров, это Чукотский автономный округ. На берегу реки Каканаут удалось найти кости самых разных динозавров. Среди них кости утконосых динозавров, также небольших ящеров сродни троодонам. Дело в том, что даже во времена динозавров все-таки в этих местах было, скорее всего, достаточно холодно. Температура в среднем была где-то около 10 градусов, а во время долгой полярной ночи могла опускаться даже ниже 0. Поэтому динозавров здесь никак не ожидали найти. Но здесь они жили. И самое удивительное, что они не только жили, но даже размножались. Нашли скорлупу яиц динозавров. Все это говорит нам о том, что, скорее всего, динозавры были гораздо более холодноустойчивы, чем мы считали ранее. И гипотеза о том, что динозавры вымерли из-за похолодания, скорее всего, несостоятельна. Думали, что это все? Нет. Динозавров в России можно найти не только в местах раскопок. Динозавров в России можно найти и на гербах. Да, вы не ослышались. На гербах некоторых районов Российской Федерации сейчас красуются динозавры. Ну что же, пора стране узнать своих героев. Итак, первый динозавр украшает герб Чебулинского района Кемеровской области. И красуется там пситтакозавр. Ну, думаю, что это справедливо. Нашли уникального динозавра и отправили его на герб. Второй динозавр украшает герб Чернышевского района Забайкальского края. Ну, тоже вполне справедливо. Там изображен кулиндодромей, которого именно в этом районе нашли. Но вот 2 других герба весьма необычные. Следующий динозавр красуется на гербе Котласского района Архангельской области. Можно подумать, что там удалось обнаружить какого-то уникального динозавра. А нет. Никаких в Архангельской области динозавров до сих пор не найдено. Что же говорят чиновники? Откуда же на этом гербе динозавр появился? Они говорят: земли Архангельской области скрывают в себе великие тайны, и динозавр их символизирует. Больше того, они вспомнили о том, что когда-то здесь копались палеонтологи и даже откопали двинозавра. Вот только двинозавр — это отнюдь не динозавр. Двинозавр — это древняя амфибия, земноводная. Ладно, поместили динозавра, и пусть остается. Но это еще не самое страшное. Самый впечатляющий герб — это герб города Саки в Крыму. Там красуется бронтозавр. Что же он-то там делает? Ну, по официальной версии, он символизирует древность Сакского озера. Но на самом деле, думаю, что ситуация была гораздо более прозаичная и в каком-то смысле более интересная. Дело в том, что город Саки сам по себе не особо примечательный. Но в этом городе есть несколько санаториев. И вот в одном из санаториев решили, чтобы хоть как-то привлечь туристов, поставить во дворе бронзовую скульптуру бронтозавра.
И в результате все, кто проезжают мимо этого города, стали называть его городом с бронтозавром. А потом, недолго думая, решили, что раз и так все про этого бронтозавра знают, чего бы его на герб-то не отправить? Вот так и сделали. Ну что же, как видите, Россия динозаврами не обеднеет. Ну и думаю, что на этой радужной ноте нам пора уже заканчивать наш сегодняшний рассказ. А в следующий раз мы с вами поговорим о том, какого цвета были древние животные. Нам предстоит уникальная история. Не пропустите. И не забывайте подписаться на канал. Да, и когда подпишетесь, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда получать уведомления о новых роликах. Всем пока!